Ацетилцистеин, или он же НАК, или в аптеке продается под маркой АЦЦ, повышает в организме уровень глутатиона, а он самый сильный антиоксидант, и помогает печени выводить токсин. НАК давали мышам за 30 минут до алкоголя или через 4 часа после принятия алкоголя. Доза до защищала печень от этанола, независимо от количества алкоголя. А прием после алкоголя, наоборот, повреждал печень и увеличивал уровни АЛТ. Ну вот, например, еще такое обследование. Здесь НАК помогал тем, кто зависит от конопли, снижал у них зависимость от алкоголя на 30%. Дозировка здесь была 1200 миллиграмм. Ну и вообще, НАК, он лечит различные зависимости. Сок из дудника кейского, зеленого винограда и груши значительно снижает пиковую концентрацию алкоголя в крови. Смесь из амеллы белой, дереза китайская, чага и элeuтрокок снижают пиковую концентрацию алкоголя в крови через 2 часа после употребления. Никотиновая кислота и цинк играют важную роль в метаболизме алкоголя. Цинк необходим для превращения этанола в ацетальдегид. Никотиновая кислота и ее эквиваленты катализируют метаболизм алкоголя. И комбинация цинка и ниацина является одной из самых сильных при похмелье. Увеличение потребления цинка за 2 дня до этанола уменьшает выраженность рвоты. Витамин В6 1200 мг в разных дозах уменьшали число сообщаемых симптомов похмелья, но тяжесть симптомов здесь не проверяли. Витамин В1, В2 и В6 не уменьшали количество алкоголя в организме, но было небольшое улучшение настроения, но на общее самочувствие это не повлияло. Элeuтрокок колючий уменьшал вызванное алкоголем повышение уровня глюкозы и С-реактивного белка на следующий день. И также улучшались усталость, головная боль, головокружение и тошнота. Например, экстракт артишока здесь тоже проверяли, но от него не было пользы при похмелье. ДХМ. Сокращение это. Флавоноид, найденный в конфетном дереве, амплелопсис и чае. Противодействует острой интоксикации этанолом, снижает тягу к алкоголю, то есть это признаки отмены уменьшает. Красный женьшень. Напиток из него снижал концентрацию алкоголя каждые 15 минут. Ацетальдегид был повышен в крови через 2 часа, но при этом снижались симптомы похмелья. Кактус опунция, то есть ее плод. 32 здоровых взрослых принимали 1600 мЕ опунции за 5 часов до алкоголя. Тошнота, сухость во рту, анорексия были снижены. Подавляет воспаление на 40% по сравнению с группой плацебо. То есть, в принципе, вы можете, в магазинах продаются такие фрукты, вот эти красненькие, можно сделать из них сок или так просто есть как раз-таки до. Янтарная кислота. Но на английском и на русском я не нашла никаких исследований. Вот здесь я нашла просто одно описание, что янтарная кислота тоже просто быстрее выводит алкоголь из организма. Электролиты могут облегчить тошноту и гастрит. И поскольку алкоголь это все-таки мочегонное, то надо восстанавливать электролитный дисбаланс. Но опять-таки это зависит от пациентов, потому что есть те, у кого уже задержка жидкости. Там уже, конечно, все-таки посмотрите у меня ролик, как улучшить работу почек. А из электролитов, конечно, магний, он считается один из самых сильных при алкоголе. Тиамин, витамин В1. Дефицит часто встречается у пациентов с алкогольной зависимостью, и когнитивные нарушения могут быть ранним следствием дефицита тиамина.
У пациентов с энцефалопатией Верники и с подозрением на нее необходимо назначать тиамин. У кого установленная энцефалопатия, тем необходимо 200-500 мг 3 раза в день в течение 3-5 дней. И дальше уже 250 и 1000 мг в день. А с подозрением как раз таки на нее это уже 250-300 2 раза в день, 3-5 дней. Потом перейти на 250-300 в день. С-витамин. У алкоголиков дефицит С-витамина, ну вот, например, здесь проверили, у 91% был дефицит. И потребовалось 3 месяца, чтобы уровни вернулись в норму. У алкоголиков клетки поджелудочной железы не могут поглощать С-витамин. Также этанол выводит быстрее С-витамин на 47%, чем в группе, которые не принимали алкоголь. 5 грамм С-витамина в течение 2 недель, и как раз таки организм начинает быстрее перерабатывать алкоголь и помогает быстрее выводить токсин. С-витамин и его применение уменьшало нарушение координации движения и цветовые галлюцинации, вызванных этанолом на 20%. Ну, конечно же, С-витамин снижает риски инсульта, которые также очень частые при алкоголизме. С-витамин не надо обязательно включать в программу отмены алкоголя. Или, например, цинга, которая при алкоголизме очень частое явление, вызывает мышечную слабость и неустойчивую походку, которую можно перепутать с вызванной этанолом мозжечковой токсичностью. Ну а вообще из других исследований, например, на западе России дефицит у мужчин С-витамина было 91%. Фитолантус нирури. Используется для улучшения работы печени, ну и также от камней в почках. 10 дней 15 человек принимали 750 мг в день. И у них алкоголь быстрее выводился из крови, и было меньшее похмелье, чем у других. Ну и также уменьшалось воспаление и поднимался иммунитет. Вот, например, на iHerb довольно-таки большой ихний выбор, поэтому можете здесь выбрать. А вообще я бы все-таки рекомендовала, если проблема есть с алкоголем, то, например, вот такой вот препарат. Здесь очень хорошая подборка, и здесь и НАК, и С-витамин, и цинк, и тиамин, и другие компоненты. Поэтому, если у вас есть эта проблема, вот очень советую такой препарат.